Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые выпуски. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Приветствую, Александр. Приветствую нашу с вами аудиторию. Напоминаю, что я миротворец, христианский пацифист. Приглашаю к себе на телеграм-канал «Станкевич объясняет». Там дискуссии, которые мы начинаем здесь, можно продолжить. Знаете, на самом деле кажется, что мы перед лицом какого-то апогея. Причем апогея и внутри, и снаружи, и в войне воздушной, в войне тылов. Вот все как-то сходится в одну точку. Почему я делаю такие выводы? Потому что есть реальные к этому предпосылки. Украина без света, следующие атаки. Все это понимают, просто никто не может сказать. Следующие атаки приведут к коллапсу. Было заявлено уже об ударах по подстанциям атомных электростанций. Они снижают, говорит Гросси из МАГАТЭ, украинские атомные станции снижают выработку электроэнергии. Все сходится к тому, что коллапс. На фронте подобная ситуация. Карты уже рисуют от фонаря. Это говорят военные специалисты. Потому что там в районе Купянска вообще непонятно, что там рисуют объективный, в кавычках, Deep State. Ситуация обостряется. Покровск, Мирноград. Люди абсолютно другое говорят. Но и на внутриполитическом поприще прям какая-то, я не знаю, драма развивается. НАБУ приходит с обысками к кошельку Зеленского Миндичу. Тот за несколько часов до обысков улетает, прихватив с собой бухгалтеров. Речь идет о Цукерманах, братьев, которые на кассе, которые фактически... НАБУ накрывает, собственно, вот эту историю, плюс параллельно отмывание денег на вот этой же энергетике, которая пострадала и разрушена. Публикуют даже часть каких-то записанных разговоров июлем месяцем, датированных этого года. То есть и здесь конкретная история. То есть говорят, что ФБР возьмется за дела по отмыву денег. А сам Зеленский дает интервью «Гардиан». Ему театрально выключают свет, но запись продолжается. Он говорит, смотрите, такая жизнь. Мариинский дворец. Вот так вот взяли, выключили, потом включили. И говорит, что вот спасибо королю Карлу. Он помирил меня с Трампом. У самого Трампа своя музыка, да. Россия устами Пескова говорит, что ой-ой-ой, мы за мир. Песков даже язык стер говорить, они даже фразы одинаковые. Мы за то, чтобы заключить все дипломатическим путем, заключить договоренности. В общем, такие его посылы понятны. Даже не интересно. Но интересно другое. Насколько горячей будет эта точка, куда все сошлось. И что вы думаете? Вот этот звоночек по, скажем, преследованию очень близких людей к Зеленскому является ли частью принуждения к миру? Александр, вы в своем стиле выдали такой залп, как из РСЗО, да, такой пакетный залп из вопросов. Попытаюсь пройти по всем ним и ничего не упустить. Извините, если буду слишком долго отвечать, вы меня останавливаете. Значит, что происходит с Украиной? Я, вы знаете, заготовил короткий ответ, предполагая такой вопрос. Короткий ответ – коллапс, а вы сами произнесли это слово. Это значит, что это не изобретение какое-то политологическое, да? А это широкое такое ощущение в экспертной среде. Именно так, коллапс. Та гибридная система, которая сейчас заменяет украинцам государство, она поддерживается в режиме такого, знаете, искусственного жизнеобеспечения. Подключили все, что можно. Тут капельница, тут, может быть, даже кислород, колят какие-то стимуляторы периодически. Но система держится определенное время, хотя и угасает. И многие сторонники нынешнего политического режима в Киеве, они уповают только на один аргумент и постоянно его используют. Но смотрите, как медленно отступают на фронте наши войска. И, дескать, так будут идти они до Днепра, там, 2, 3, 4 года, считая квадратные километры в сутки. Дорогие друзья, система такого рода
коллапсирует. Коллапсирует тогда, когда она перегружена, когда она перенакопила внутренние неустранимые противоречия, и когда вот под грузом этих противоречий она получает шоковые удары извне и изнутри одновременно. Вот тогда она коллапсирует мгновенно. И похоже, что сейчас на наших с вами глазах начинается этот самый коллапс. Потому что накладываются одновременно 3 кризиса. Это кризис финансовый, бюджета на следующий год нет. Колоссальная дыра в бюджете близка к 20% ВВП. Причем это если брать только официальные цифры, которые фигурируют в вашей Верховной Раде. Да? А на самом деле там доходы, которые вписаны в этот бюджет, как якобы доступные, они на самом деле недоступны. То есть дыра-то там побольше реальная. Вот. И бюджета на следующий год нет. И источников закрытия этой дыры тоже нет. Потому что затея с конфискацией, по сути, кражей российских международных активов, замороженных на территории Бельгии, в юрисдикции, точнее, Бельгии, эта затея, похоже, окончательно провалилась. Потому что нет согласия внутри Евросоюза относительно того, чтобы разделить на всех ответственность за кражу и отвечать потом до скончания века отвечать. И как государство нужно отвечать будет, и физическим лицам, причастным к этой краже века, всем придется отвечать на протяжении всей их оставшейся жизни. Вполне вероятно, не очень долгой. Так вот, эта авантюра не прельщает большинство государств, похоже, Евросоюза, включая Бельгию как главного держателя активов. Поэтому, скорее всего, авантюра рухнет, и Евросоюз станет перед задачей найти где-то свои деньги и выдать кредит. Можно выпустить, например, долговые обязательства всего Евросоюза. Центробанк, так сказать, их выкупит, то есть деньги сразу появятся. Значит, ЕЦБ, и можно как бы финансировать Украину теоретически. Но это если все страны Евросоюза согласятся разделить ответственность за этот колоссальный и бессмысленный долг. Потому что это будут деньги на войну Зеленского. То есть на бесконечную войну за безнадежные цели. Собрать согласие невозможно. Понятно, что против будут Венгрия, Словакия, Чехия и, возможно, и другие государства. Так что финансовый кризис налицо. Это я только про один кризис рассказал. Ну, кризис на фронте тоже достаточно очевиден, фронтовой. Да? Вот. И кризис энергетический. Не буду расписывать его прелести. К сожалению, вот истрадавшееся население Украины сейчас его испытывает на себе. О чем это свидетельствует? Вот до сих пор то, что происходило на территории Украины, было войной с ограничениями. 2 главных было ограничения. Ну, на самом деле их больше, но 2 главных, да? Это не было полномасштабной инфраструктурной войны и не было войны городов с бомбардировками городов как таковых, как объектов удара. Да? Ну, не было еще, так сказать, ограничения, не было ударов по руководству, там и так далее. Еще было некоторые ограничения. Ну, вот эти 2 главных. Так вот, одно из 2 главных ограничений отменено, судя по всему, судя по тому, что мы наблюдаем. То есть, пошла инфраструктурная война. Она еще не носит тотального характера, но уже достаточно масштабна. И это означает тяжелую зиму. Ну, что касается фронтового кризиса, то вот это может быть такое существенное внешнее воздействие. Значит, энергетика и финансы – это скорее внутреннее воздействие, а вот фронтовой такой кризис – это внешнее воздействие. То есть, падение 2-3 значимых городов, порождающее такую волновую деморализацию у защитников остальных городов, да, способно вызвать повальное бегство с фронта. Или, во всяком случае, отказ
от продолжения, от участия в продолжении войны за интересы команды Зеленского, о которых мы чуть позже подробнее скажем. То есть мотивация последняя уходит. Началось повальное бегство с фронта? Похоже, начинается. Вот есть же статистика, да, где свыше 300 тысяч людей либо там самовольно оставили части, либо дезертировали. Тут достаточно размытая граница между этими понятиями. Причем это официальная только статистика под 300 тысяч. На самом деле, скорее всего, существенно больше. То есть, это целая армия уже убежала. И да, после того, как падут 2-3 серьезных города, и их падение ныне всячески так завирально отрицаемое станет всем понятно и будет полностью осознанно, ну, вполне возможно, что бегство станет повальным. Вот я описал наложение 3 кризисов: фронтового, финансового и энергетического. В каком случае это может обернуться немедленным коллапсом? В том случае, если будет удар в голову. В том случае, если будут предъявлены прямые претензии уголовного характера ключевым фигурам, находящимся в этой самой правящей ныне корпорации Зеленского, корпорации войны. И буквально вот в эти дни, в эти часы нечто подобное происходит. Я здесь извиняюсь, если какие-то допущу неточности там в именах или в обстоятельствах, потому что они мне не до конца пока понятны. Это более понятно и более детально известно тем, кто постоянно живет в Украине. Да? Но, тем не менее, есть важные факты. Есть такой замечательный персонаж, о существовании которого я впервые узнал только что, вот недавно. Александр Горбуненко. Он оказался важной фигурой вот в такой организованной преступной группировке, где участвуют братья Миндичи. Один из них, вот, как бы по слухам, по имеющейся в СМИ информации, ближайший такой финансовый кошелек Зеленского, да, и братья братья Цукерманы, да, которые выполняли там кассово-бухгалтерские функции. Вот такая объединенная преступная группировка существовала, оказывается. Не только похищала деньги, но и их сложным образом отмывала в разных юрисдикциях, что их подставляет под международные претензии. И этот самый Александр Горбуненко сейчас, заключив сделку со следствием в Соединенных Штатах Америки и получив защиту свидетеля, программу защиты свидетеля, дает исчерпывающие показания на этот счет. И ФБР американское, да, получает полное досье. Тут даже большого аудита потом не потребуется. Надо будет только те данные, которые дает Горбуненко, потом документально удостоверить. Но, в принципе, картина у них очевидна. Думаю, что Миндич вместе с бухгалтерами Цукерманами далеко-то не убежит, потому что их в ближайшее время объявят международный розыск. И вот, может быть, это будет такой нокаутирующий удар в голову киевского режима. И, может быть, за этим как раз и мы увидим коллапс, с которого вы начали нашу сегодняшнюю беседу. Сергей Борисович, ну вот давайте проиграем сценарий. Ведь это очень важно понимать. Условно, все сошлось в этой точке, и вот как бы нокаутирующий удар в голову какой-то последовал. Но всегда же есть возможность там... Ну, пока скорее поддых в голову, вот когда поймают. Ну, там дотянуть всегда возможно. С Цукерманами, да. Всегда возможно дотянуть до гонга, всегда возможно упереться в клинч, всегда есть варианты, как, собственно, перетоптаться после подобных ударов, и этим будет заниматься Зеленский. Как вы оцениваете? Достойное занятие, да, для главы воюющего государства. Вот все-таки не просто так же дает интервью Guardian Зеленский. Там театрально выключают свет, мол, мы все такие же.
точно так же страдаем. Но я вот подумал, что это не для украинцев уже даже сделано, а сделано именно для британцев. Почему? Потому что из Британии доносится голос Залужного. Он в своей колонке в Нью-Йорк Пост пишет: «Мы отвергаем капитуляцию, замаскированную под мир». А? Какой слог? Справедливое урегулирование должно восстановить нашу территориальную целостность, обеспечить ответственность за военные преступления и гарантировать, что агрессор никогда больше не сможет угрожать Европе из Москвы. Все, что меньше этого, предаст не только украинцев, но и принципы, которые сохраняют свободный мир, в общем, безопасным и свободным. Даже и сейчас некоторые на Западе призывают нас вести переговоры с людьми, которые пришли нас убивать. Они забывают две простые истины. И две истины от Залужного. На кону стоит не только судьба Украины, но и безопасность Европы. И вторая. Любой мир с Москвой, который вознаграждает агрессию, это приглашение к дальнейшим войнам. Зеленский надеется на Карла, Зеленский уповает на Британию. Где это, в каком источнике вот то, что вы цитируете? Нью-Йорк Пост — это его колонка Залужного. Зеленский надеется на на, скажем, Карла. Карл вроде как мирил Трампа и Зеленского. Об этом он рассказывал Гардиан в этом выключающемся Мариинском дворце. При выключающемся в Мариинском дворце свете. Как вы думаете, какие сейчас есть карты у Зеленского? Козырей-то точно не осталось. Осталось только блефовать, как это принято в американском покере. Значит, да, тот факт, что Зеленский апеллирует к папе Карлу, да, вот только этот папа Карл сейчас и в состоянии продлить время, но ненадолго. Любопытно, здесь даже комментировать нечего, не спасет Великобритания, не спасет. В том состоянии, в котором сейчас находится так называемая старая Европа, это отдельная трагедия, достойная пера Шекспира, вот, отдельного требует обсуждения. Вот. Особенно Кир Стармер, ставший символом этой трагедии старой Европы. А что касается довольно любопытной этой колонки Залужного, похоже, он выходит из политической тени. Похоже, он пытается сыграть Бонапарта. Любопытно. Я-то, откровенно говоря, предполагал, что советники у него поумнее, и что он выждет, когда начнется транзит, чтобы принять в нем участие. А вот с такими идеями, которые заявлены в этой колонке, его не будет в транзите. Ему так придется и доживать жизнь, скорее всего, в Великобритании. Ему дали плохие советы. У него нет ни стратегов, ни конфликтологов в окружении. Теперь по существу того, что он сказал. Опять апелляция к справедливости. Да? И что, дескать, мы не будем вести переговоры, потому что сами переговоры вознаграждают агрессора. А кроме того, и любой результат, который устраивает агрессора, это тоже не устраивает нас. Этим фактически он создает тупик в переговорах. Тот самый тупик, который он раньше находил на фронте, теперь это тупик в переговорах, но этот тупик ограничивается его головой. Потому что не бывает в войне справедливости для обеих сторон. Никогда не было в истории, чтобы война приносила справедливость для обеих сторон. Не было такого и не будет. Это безграмотное, в первую очередь, рассуждение. Да? И, кроме того, значит, мы этого не допустим, мы это не позволим. Для такого рода утверждений со стороны бывшего главкома ВСУ и для человека, претендующего на какую-то политическую роль в послевоенной Украине, нужно иметь ресурсы. Мы – это кто не позволит? Мы. Это британская грозная армия не позволит в том месте, где вы сейчас находитесь? Или кто? Кто не позволит? Покажите те силы, которые не допустят и не позволят.
И любой, кто задастся этим вопросом и честно, хотя бы даже не публично, а для себя, ответит на этот вопрос, поймет, что сил-то никаких нет. Некому не позволять, некому не допускать, некому стать непреодолимым барьером, да, на пути. И сыпятся все подобного рода рассуждения, и, соответственно, те, кто их произносит, тоже сыпятся, как возможные участники политического процесса в послевоенной Украине. Это был холостой выстрел, генерал. Так вот, возвращаемся к тому, а что же может происходить на самом деле, в отличие от того, о чем пишет генерал Залужный. Рискну взять на себя некоторую ответственность. Я хотел бы здесь добавить, прежде чем вы изложите вот это, скажем, свое видение дальнейшее. Давайте, останавливайте меня, пожалуйста. Тут просто интересен другой момент. Смотрите, параллельно с этим, все же видели статуэтку Трампа на столе Буданова. Ну так, есть о чем задуматься. Ну, еще один претендент, возможный претендент на роль Наполеона. И фактически ведь то, что делает сейчас Украина, точнее так, то, что к чему принуждают оставшееся население на оставшиеся за Украиной территории, к чему принуждают? К ведению такого рода революционной войны. Революционная война, она полностью меняет этику. То есть, нет никакой ценности, никакой человеческой жизни. Есть только цели революции. Вот как она началась, померанчевая, да, и она бесконечно продолжается. Конца у нее нет. Как бы. Но на самом деле конец революции всегда есть. И, как правило, в конце революции появляется Наполеон, появляется Бонапарт. Это единственный способ прекратить революцию. Вот вышел Бонапарт, выкатил пушки и революцию прекратил. И вот, видимо, зная некоторые законы истории, те, кто сейчас консультирует Залужного и, может быть, даже Буданова, может быть, они вот и ведут такой кастинг неофициальный на роль Бонапарта, который закончит этот процесс, который возьмет на себя остатки украинской территории украинской государственности и попытается что-то из этих остатков склеить и от имени этих остатков выступить на переговорах с Россией. И каким-то образом уравнять, каким-то чудесным, невероятным образом, хотя вот Орбан же говорит, чудеса случаются, каким-то чудесным способом свести проигранную на 3/4, а может быть на 4/5 проигранную войну, свести в ничью на бумаге. Возможно, некоторый такой сценарий действует. Не получится ничего. Это просто оттяжка времени, и не более. А теперь вот что же может получиться, и я рискну взять на себя такую ответственность на пожившего немало эксперта, ответственность, и предложить свой план. Это будет план Станкевича. Мирный план Станкевича. В конце концов, почему нет? Но есть же там у всякого приличного там политика, пусть даже и находящегося на заслуженном отдыхе, должен быть мирный план. Он у всех есть. Вот давайте мирный план Станкевича. Это мир в обмен... перемирие в обмен на транзит. Перемирие в обмен на транзит. Вот главное же требование какое, сейчас со стороны Киева, со стороны Европы? Перемирие. Немедленное, безусловное и бессрочное. Перемирие. А там будем разбираться. Такого не будет. Но встречное предложение – это перемирие, в обмен на транзит. Вот если Владимир Зеленский готов на следующий день после объявления перемирия уйти в добровольную отставку и согласиться на начало транзита к миру, тогда возможно перемирие. Возможно перемирие. Он подает заявление, уходит в отставку, исполнять обязанности начинает новый спикер Верховной Рады, и начинается транзит. Руководить транзитом, так как в мирном плане Трампа, тут у нас с Дональдом есть пересечение, у него есть мирный план для Газы, вот. И в моем мирном плане тоже есть комитет
по поддержанию мира и восстановлению государственности. Я бы так назвал его применительно к Украине. Комитет по поддержанию мира и восстановлению государственности. Технократический, не политизированный. Договоримся с Соединенными Штатами, каким образом его сформировать. И вот этот комитет начинает дальше руководить транзитом. До того в наших беседах фигурировали выборы как близкая какая-то перспектива. А вот сейчас, чем дальше продвигается ситуация, чем ближе коллапс остаточной государственности и чем больше появляется претендентов на то, чтобы стать Бонапартами, но не прекратить это безобразие, затянувшееся, а продолжить войну, только более умело и удачно. Вот чем больше такого рода претендентов с такими сценариями за пазухой, тем меньше уверенности, что выборы прямо сейчас понадобятся. Транзит немедленно. А вот когда в ходе транзита потребуются выборы, когда созреет обстановка. Таким образом, вот этот комитет по поддержанию мира и восстановлению государственности, это такой этнически и социально, территориально инклюзивный, то есть там должны быть разные регионы представлены, разные силы, но все равно главными будут технократы, профессионалы. Да? Вот он как раз и должен будет подготовить выборы, совмещенные с референдумом по основным положениям мирного договора. Но до этого какой-то процесс должен еще завершиться. Как это может происходить? Вот это самое перемирие, оно не обязательно должно быть длительным, да? Или бессрочным, тем более. Оно может быть объявлено, ну, допустим, на 30, 40, 50 дней. Да? Для того, чтобы стартовал транзит. Чтобы мог быть сформирован этот самый комитет по поддержанию мира и восстановлению государственности, чтобы он приступил. Принял на себя ответственность и приступил к выполнению своей миссии. А дальше вот прошло 30-40 дней. Смотрим. Мы движемся в сторону мира, продляем перемирие. Появились какие-то силы, да, которые препятствуют продвижению к миру. Значит, начинают активно вмешиваться в ход событий. Останавливают транзит. Но, извините, нет продления перемирия. То есть, это транзит и перемирие с ограничениями. Перемирие продолжается и продляется до тех пор, пока фактические события и действия политические в стране, и активность государственности возрождаемой направлены в сторону утверждения мира. Если это что-то иное, то тогда, извините, понятно. Перемирие не продляется. Понятно. Но Россия против перемирия. Россия против безусловного и бессрочного перемирия в соответствии с предложением Зеленского, которое необдуманно было поддержано Европой. А вот против такого перемирия не знаю. Не знаю. Может быть, Россия и рассмотрит его, если вдруг нечто подобное возникнет в ходе предстоящей встречи саммита двух президентов России и Соединенных Штатов. Но в Будапеште будет встреча только если Путин остановится. Об этом нам сказал Трамп на встрече с Орбаном. А Путин не останавливается. Он не совсем так сказал. Вот. А потом, что толку цепляться к словам Трампа? Нет занятия более безнадежного и неблагодарного. Значит, договорятся они. Есть для этого специально уполномоченные люди, которые более строгим языком владеют. Поэтому пусть договорятся, а потом транслируют Трампу, о чем они договорились. Так что может именно так звучать эта тема. Перемирие, да, но в обмен на транзит. Транзит, сценарий которого будет согласован, транзит с ограничениями. То есть, мы пускаем его только в одном направлении. И отсекаем все побочные ветви. Всех потенциальных Бонапартов отсекаем. Причем вдвоем отсекаем. Не одна сторона за это отвечает, а обе стороны. Да? Вот. Ну, смотрите, тут же тоже такой момент. Вы говорите, есть переговорщики. Ну вот, пожалуйста, против переговорщика с российской стороны Кирилла Дмитриева, киевлянина, так, на секундочку, Зеленский ввел санкции вчера. И против, там, чуть ли
ну, не всего, там больше правительства, ну, в общем, ключевых деятелей правительства Российской Федерации, а также 5-й отдел ФСБ, а также разведчика Зорина, который являлся, по крайней мере, на вот этих переговорах в Стамбуле членом переговорной группы. То есть у нас переговорщик от России для Америки под санкциями Зеленского и член Стамбульской переговорной группы российской под санкциями Зеленского вместе с правительством. Это ли не ответ, что подобные вещи, форматы договоренностей, причем, внимание, любых между Америкой и Россией, Зеленским уже отвергнуты. Ровно как и двусторонний формат замороженного Стамбула, о котором ни слуху, ни духу. Ну, только последние новости, там и то с такой надеждой, уже догорающие новости были аж в августе. На этот ответ, в отличие от предыдущих моих продолжительных ответов, будет короткий. Во-первых, это конвульсии и судороги, да, перед коллапсом. А во-вторых, да, сценарий будет прописан великими державами, Россией и Соединенными Штатами Америки. Если со стороны Европы проявятся некие признаки конструктивности и благоразумия, то вот те люди, которые их проявят, могут включиться в процесс. Вот таким образом это будет происходить. Вы спросите, а вдруг этого всего не случится? Может не случиться. Но тогда наложение 3 кризисов будет продолжать перегружать эту гибридную структуру, заменившую Украине государственность, и тогда, да, новые шоковые воздействия вызовут коллапс. Вот и все. Этот сценарий, он постоянно с нами. Он никуда не денется. Его ничто не остановит. А вот не идти дальше этим путем, не доставлять новых страданий людям, не губить новых жизней, да, можно. Вот он путь. Перемирие в обмен на транзит. Путь открыт, путь понятен. Я думаю, что условия чего-то подобного, я не претендую на то, что какие-то здесь государственные тексты пишу, но условия чего-то подобного, я думаю, что уже обсуждаются на этапе подготовки к саммиту президентов Америки и России. Ну, вы верите, что он случится? Я не сомневаюсь. Я абсолютно не сомневаюсь. Я не готов называть сроки. Во многом эти сроки зависят от субъективного состояния Трампа. Оно достаточно сложное. Вот. Есть тревожные сигналы, в том числе вот его засыпание на каких-то публичных политических мероприятиях. Плохой признак. Вот. Но, тем не менее, как только Трамп осознает и дозреет, саммит в Будапеште неизбежен. И фактически его неизбежность Трамп признал, встречаясь с Виктором Орбаном не так давно. Мы сейчас находимся в периоде, когда Россия, ну, опять-таки, все же говорили об этом, там, не знаю, и заранее говорили, отключает энергетику Украины. Ну, то есть, отправляет ее в каменный век. И это был какой-то такой эпизод, что все, вроде как, что-то новое, но на самом деле все говорят, готовьтесь, говорили. Зеленский сам говорил, готовьтесь. Все вспоминают Зеленского и его обещания блэкауты в Москве. Вместо этого там какие-то куда дотягиваются блэкауты в Воронеже, там, в Белгороде. Ну, традиционно. Но понимаете, в чем дело? Ведь об этом, это тоже читаемый пункт, да, как бы логики развития событий. Ровно как и следующий читаемый пункт – это удары по мостам. Ну, вот конкретно. То есть, отсечение левобережной Украины. Формулировка о том, что левобережье будет целью Путина, звучит в последнее время все чаще. Почему? Ну, во многом, что на самом деле является целью российского генерального штаба, никому знать не дано. И все эти рассуждения, там, отсечение левобережья и так далее, но это, конечно, более или менее экспертно подтверждаемое, но предположение. Да, идет, вот, снято это ограничение.
идет инфраструктурная война. Основные удары сейчас наносятся по энергетической инфраструктуре, но отчасти и по транспортной, по транспортно-логистической тоже, но в меньшей степени, в основном по некоторым железнодорожным узлам. Может ли вот эта часть инфраструктурной войны как-то усилиться, форсироваться? Да, может. Может, к сожалению, если не появится вот этого мирного трека. Он же пока не появился, мирный трек. И вот что может остановить дальнейшую такую эскалацию именно инфраструктурной войны? Что может предотвратить войну городов, которая, слава богу, пока не начиналась, но я теперь уже не могу ничего исключить? Да? Что может предотвратить такую целевую войну против отдельных групп граждан, которые рассматриваются как военные преступники, и которые даже международным сообществом начинают рассматриваться как уголовные преступники, тоже может предотвратить все это, вот эту всю дальнейшую эскалацию, только открытие мирного трека. И только вот в этом направлении. Перемирие в обмен на транзит. Я так понимаю ситуацию. И если я ошибаюсь, пусть кто-нибудь предложит альтернативу. Но только не завиральную, не фантазийную абсолютно, не оторванную от ресурсов альтернативу, а серьезную, укорененную, подтвержденную материальными фактами. Пока я не видел ни одной альтернативы тому, что я предложил. Ну, то есть сценарий, где Зеленский условно сдает большие куски территории, переносит столицу западнее. Не надо ему ничего этого делать. Ему надо только в отставку подать. Все. Ему ничего не надо делать. Или, например, вот эти все сценарии, которые тоже фигурируют, что Зеленский уедет в Польшу и создаст там правительство в изгнании, но, в общем, не сдастся, вы отметаете. Ну, мы с вами как-то советовали ему выбрать между островом Святой Елены, что, на мой взгляд, красиво. Ну, или в крайнем случае, когда там поступили возражения, что это далеко, вот, и скучно, ну, тогда вот Принцевы острова под юрисдикцией Турции в Мраморном море как раз для опальных принцев. Значит, Польша опасна для Зеленского. Так что направление пусть выбирает. Может быть, кстати, на подготовку такой вот какой-то базы аэродромной для приземления и отправился Миндич, или он просто прятаться собрался, не знаю. Но, во всяком случае, это тема для постоянного отныне и практического обсуждения в Мариинском дворце, пока там есть свет. А вот все эти вещи, какие там будут территориальные конфигурации после войны, как будет устроена государственность Украины, какие там политические силы будут действовать, это уже не для обсуждения с Владимиром Александровичем Зеленским. Это все будет происходить без него. Получается, что вы описываете ситуацию проигрыша Украины, капитуляции и покорение Россией Украины. Так получается? Короткий ответ – нет. Короткий ответ – нет, но он требует расшифровки. В финальном сценарии, в сценарии этого коллапса с продолжением, с переходом в реконструкцию, вот, кстати, слово «реконструкция» хорошее. После гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, которая там достаточно тяжелой и кровавой была, как раз был долгий период реконструкции. Так вот, слово «реконструкция» – хороший термин, надо его осваивать. Так вот, базовый сценарий у нас следующий. Да, в нем присутствует и поражение, и капитуляция. Но кого? Значит, поражение должна понести корпорация войны во главе с Зеленским. Вот эта группировка, которая сейчас контролирует остатки Украины и которая держит в заложниках остатки населения Украины. Вот эта корпорация, где Зеленский главный, а братья Миндичи вместе с братьями Цукерманами общак держат. Вот эта корпорация, да, она должна понести поражение и
признать капитуляцию. Это да. Но это поражение их, вот этой группировки, и эта капитуляция будет победой для Украины, победой для украинского народа, выигрышем шанса на нормальное мирное будущее, развитие и даже в перспективе какой-то, может быть, и процветание. То есть поражение и капитуляция одних дает победу и огромные шансы на нормальную жизнь для украинского большинства. Вот так выглядит ситуация. Ну, на это большинство... Понимаю, что в голове это иногда сложно. Это надо подержать в голове. А еще лучше, вы знаете, я убеждаюсь много раз, что самые правильные мысли после ночи к утру приходят. Вот как бы надо поспать, вот это подержать в голове. Утром поймешь, да, вот он выход. Вот эти должны потерпеть поражение, а мы все выиграем. А мы все победим. А мы все дальше пойдем в историю мирным, спокойным шагом. И мы все обустроимся. Мы восстановим семьи, мы воссоединимся, мы вернемся. Мы снова заживем нормально. Вот это понимание должно стать массовым, и оно станет. Послушайте, но если мы вот так вот прикинем о положении дел вообще в Украине, ну, все под колпаком спецслужб. ТЦК кошмарит улицу, там улица отвечает. Нет никакой... Ну, может, даже есть, конечно, в пониманиях, помните, трактатах Ленина, да, вот эта революционная ситуация, она, конечно, может быть, есть, но нет двигателя, силы нет вот этой. Сама трагедия и сам коллапс не приводят к, ну, там, тому, что власть упадет из рук Зеленского, и кто-то будет проходить мимо, ее поднимет и заберет себе, пускай даже в формате вот того транзита, о котором вы предлагаете. То есть это должно быть исключительно внешнее воздействие. Американцы, при всем там уважении к ФБР, которое, видимо, будут настигать там Миндича и всех остальных, ну, им плевать. Ну, на это все. Ну, как бы, ну, кто будет властью в Украине? Ну, подумаешь. Получается, что, как ни крути, но мы находимся в этом периоде, где Зеленский, ну, у него нет альтернативы. Ну, только разве что вот эти бонапарты, о которых вы говорите, ну, кто еще сильнее и мощнее будет воевать. Я, если честно, прозрел. У нас в последнее время появляются какие-то там отставные командиры каких-то спецназов. Говорят, дайте мне 60 тысяч человек, дайте оружие, дайте там все обеспечение. Я пойду и через полгода буду курить в Феодосии на набережной. А он где, находясь, это произносит? Он из окопа это произносит? Нет, конечно. Во Львове из отставки. Ну, дайте вот таким, как я, другим там генералам порошенковского времени. Из пивного бара, наверное, да? Понимаете, в чем дело? Прямой стрим из пивного бара? И получается, что вот такая вот история. То есть, дайте нам нормально повоевать, а мы уж как повоюем, уж как... То есть, вот таким образом. А Зеленский, мол, плохо воюет, а людей нет, да, то есть, надо вот людей, надо вооружение, и тогда все получится. И вполне себе вероятно, достаточно высокой степени вероятности, что следующий после Зеленского будет просто, ну, просто заменят фигуру, да, который... А кто ему даст заменить фигуру? Нет, я имею в виду, заменит фигуру Зеленского, да, на вот такого... Кто заменит? Ну, кто? Кураторы британские, держатели украинских долгов. Это же все в долг. Вот эти все финансовые, с которых вы начинали историю, это же долги Украины. Ну, их никто не отдаст, Сергей Борисович. Их нечем отдавать. Это точно. Это точно. И взыскивать не с кого, кстати. Да. Взыскивать не с кого. Вот давайте представим себе то, что вы нарисовали сценарно. Да? У нас же Владимир Александрович великий сценарист и режиссер. Давайте попробуем сценарно представить себе. Да? Вот Владимира Ульянова, он же Старик, он же Ильин, он же Ленин. Вот его привезли, заменив существующую в России власть в опломбированном вагоне вместе там с соратниками, да? Чтобы завалить империю.
и не делиться с ней результатами Первой мировой войны. А здесь как это будет выглядеть? Там, кстати, сначала немцы поучаствовали, а на финальной стадии и, да, британцы тоже. А вот как это здесь будет выглядеть? Какой-нибудь опломбированный крейсер пересечет Ла-Манш и привезут сюда генерала Залужного или что? Вот как они поставят во главе Украины какого-нибудь Бонапарта? Тем более, что стоит одному Бонапарту возникнуть и объявить о своих претензиях, как начнется парад безнадежно унылых Бонапартов. Там же много будет претендентов-то. Вы знаете их имена, я даже не буду их произносить. Возглавляющих разные там батальоны, разные группировки. Так вот, как их объявиться-то они объявятся. И, может быть, даже достанут из музеев тачанки с пулеметами, как это было в истории Украины, и будут там в окрестностях гуляй-поля геройствовать. Но кто же им даст у власти-то утвердиться? Никто не даст. Просто это будет означать малейшее появление Бонапартов и малейшая их реальная претензия на то, что они станут главными, пусть даже на короткий период, означает, что нет перемирия. Формула перемирия в обмен на транзит работает только до тех пор, пока общее движение, возглавляемое этим комитетом по поддержанию мира и восстановлению государственности, когда общее направление движения в сторону мира и в сторону восстановления государственности. А вот все эти действия означают просто конец перемирия. И добро пожаловать... Нет, добро пожаловать плохо. И все вперед в окопы тогда. Назад в окопы. И все. И не будет никакого мира. Вот такого мира не будет. Нет этой альтернативы, что Зеленский плохо воевал, а теперь появились некие умельцы, отсидевшиеся где-то вот в небоевых там частях. Это вообще уникальная тоже порода, отдельного внимания заслуживает. Вот ребята как бы... Произошла такая дифференциация на лохов и не лохов. Да, вот лохи там где-то помирают в окопах и посадках, а вот не лохи, напялив на себя мундиры, зайдя в барбершоп, надушившись там, поправив бороды, потом выходят на эфиры и собирают деньги, донаты. Якобы вот, ну я же вот офицер, вот я перед вами сижу, я вот числюсь в такой-то бригаде, вот этой бригаде не хватает первого, второго, третьего, давайте денежки. И это все прямо пойдет в бригаду. И вот так там в небоевых частях, но в мундире и в надушенной бороде с соответствующими татуировками они там денежки собирают. Вот, и, может быть, да, вынашивают какие-то планы о том, что они-то и есть на самом деле Наполеоны. Нет этой альтернативы у Украины. Что, дескать, вот Зеленский плохо воевал, а мы будем воевать хорошо. Вот если нам Запад теперь не ему, а нам поможет, вот теперь все поменяется. Вот теперь фронт назад покатится. И чуть ли не до Москвы, а потом и до Урала докатится. Это эти завиральные идеи впечатлят только дамочек, может быть, у телеэкрана или каких-то заведомых идиотов. А точнее, никого. Даже их, наверное, сейчас уже не впечатлят. Нет этой альтернативы, что можно лучше воевать. И тогда все изменится. Есть только альтернатива, насколько масштабными будут жертвы на пути к финалу. Да? Как долго этот маразм, эта невероятная трагедия, рукотворная трагедия будет еще продолжаться. Вот этот только вопрос существует. И выход очевиден. Прекращать это дело. И прекращать только этим образом. Есть смертельная связка, о которой мы сказали в нашей предыдущей беседе. Есть смертельная связка. Пока Зеленский – война. Пока война – Зеленский – власть. Вот не разорвав этой смертельной связки, нет никаких шансов быстро остановить войну. Быстро прервать вот этот конвейер смерти, в котором мы все по какому-то, я не знаю по какому, но трагическому
стечению обстоятельств участвуем, продолжаем участвовать. Надо разорвать смертельную связку, пока Зеленский война, пока война, Зеленский во власти. Значит, поменять его уход на перемирие и начинать транзит. А сколько вы даете времени для разрешения ситуации? Вот сейчас я вынужден это сказать с внутренним сопротивлением. Сейчас в значительной мере это зависит от Трампа. Да. Ну, отчасти, кстати, и от Орбана. Потому что Трампу нужен собеседник. У Трампа мышление диалогично. Вот он, когда сам начинает внутри себя о чем-то рассуждать, он запутывается. Он запутывается в своих желаниях и идеях. У него общее представление о том, что он хотел бы получить, есть. А когда он о путях думает к желаемому, он запутывается. Ему нужен собеседник, вот такой, как Виктор Орбан. Вменяемый, рациональный, такой вот разумный консерватор, с устоявшимися взглядами, с христианскими ценностями искренними, готовый держать линию, держать удар и держать линию. Вот такой собеседник ему нужен, и хорошо, что Орбан взял на себя эту миссию. Вот пусть у них диалог продолжится. Орбан в диалоге с Трампом представляет новую Европу. Это новая, нарождающаяся на наших глазах Европа. Рациональная, ответственная, консервативная в хорошем смысле, то есть в смысле поддержания традиционных исторических ценностей в населении. В населении, в народах, в семьях. Да? И сохраняющая Европу как очаг христианской именно цивилизации. Кстати, именно Орбан вернул же в Конституцию Венгрии и Бога, и христианство как объединяющее начало. Вот такой человек, вот сейчас такой собеседник нужен Трампу, и хорошо бы, чтобы Орбан продолжил вот эту свою миссию, свыше ему спущенную, в виде диалога с Трампом. Он представляет новую Европу, и он отвечает за ее дальнейшее укрепление и развитие. А старая и дряхлая Европа, Европа байденовского призыва и соросовского разлива, вот, которая в удивительном каком-то сумасшествии продолжает оставаться, которая несет невероятную чушь, которая запуталась в этих своих бесконечных встречах с объятиями, поцелуями, фотографированием рядом с Зеленским, в произнесении бессмысленных речей, за которыми никаких действий не происходит. Вот это жалкая Европа. Я Европу люблю как именно историческую цивилизацию. Мне больно все это наблюдать. А символами этой уходящей, дряхлой, обреченной, обанкроченной, безнадежной Европы, посмотрите на эти лица, посмотрите на лицо Макрона и посмотрите на Кира Стармера, чучело которого только что сожгли символически 12-метровую его такую фигуру, куклу, сожгли в Великобритании. Правильно сожгли. Пусть уходят, чем скорее, тем лучше. Вот эта обанкрочившаяся Европа пусть уходит. А новая, разумная, рациональная, христианская в своей основе, хотя и не фанатично религиозная, вот такая Европа пусть приходит. С ней будет у России диалог, и с ней будет стратегическая договоренность у России. Сергей Станкевич был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Мира и благополучия. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.